Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ее правда, ее исповедь. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Вы по жизни довольно сильный мужчина. Вы активный, очень страстный, да, но страстный именно вы с женщиной, с любимой женщиной, не со всеми подряд. Вы вообще привыкли быть лидером, побеждать, да, вот вы как сильный мужчина, вот даже в семье, допустим, вы должны все держать под контролем, вы должны знать, что, где, как, вдруг кому-то помощь нужна, да. Точно так по работе. Вы любите знать все всегда, везде. Такое своего рода и любопытство здесь может проигрываться. Вы очень работящий человек. Я не могу сказать, что деньги вам очень легко и просто даются. Нет, абсолютно. Но единственное, что, вот знаете, у вас такая ситуация, что вроде бы деньги есть, все есть, а вот личного счастья нет. Вот я не вижу возле вас любимой женщины. Я бы скорее назвала это тотальное одиночество. Да, это одиночество в толпе. Конечно же, вы не сидите отшельником где-то в темнице сырой. Но очень одиноким вы себя чувствуете, потому что вот вы привыкли жить для кого-то. Вот вы работаете, зарабатываете, решаете проблемы для кого-то по жизни. Да? Когда это есть семья, вы для жены, там, для детей стараетесь. Вот для себя это не так интересно. Вы такой человек, который больше живет для других. Поэтому довольно непросто сейчас вам быть вот одному. Хотя даже может проигрываться, что вы уже смирились, вы как-то привыкли, да, уже в чем-то даже руки опустили, как-то надежду, может быть, потеряли. Вот. Некоторые из вас еще, вот знаете, в период вот этого вот такого одиночества, пока вот нет новой женщины, вы много чего обдумывали и про свою жизнь, вы вспоминали, вы анализировали, да, что, почему, как. Ну, вы вообще такой человек, который любит, в принципе, анализировать, делаете какие-то работу над ошибками, да, пытаетесь себя вот даже в чем-то, ну, вытянуть из этого состояния. Вот когда вас накрывает, когда особенно грустно, вы можете еще даже как-то пытаться отвлечься. То ли это любимым делом, да, кто-то хобби, может быть, имеет. Ну, то есть вы настолько сильный человек, что даже когда вам плохо, вы пытаетесь сами себя без чьей-либо помощи даже вытаскивать из такого состояния. Это, в общем-то, дорогого стоит, потому что это реально нужно иметь такую очень сильную волю, чтобы вытащить себя. У вас был очень такой непростой период, вот именно связан с женщиной, да, вот мы не будем сильно углубляться. Женщина, которая очень любила деньги, да, вот она из расклада в расклад просто к нам приходит, очень эгоистичная, очень любящая красивую жизнь, и которая вот на вашу любовь, да, на ваше такое вот отношение, когда вы душу, сердце и все вкладывали, а она как-то, ну, знаете, так с легкостью это воспринимала, ну, не очень серьезно, да, то есть такой вот отдачи прямо не было. То есть вы всю душу отдавали, а она это как будто так и надо, да, вот принимала с каким-то ребячеством, с каким-то азартом, что ли, несерьезностью. И поэтому как раз она вами причинила очень сильную боль, вот потому что вы вкладывались, вы старались, да, эта женщина, ну, как-то так относилась. Сюда относятся и те же измены, сюда относятся там вранье, да, вот унижение. То есть, получается, я для нее все делаю, а она меня унизила, оскорбила в ответ, да, либо же предала. Ну, то есть, опять же, это у каждого своя ситуация будет проигрываться, поскольку это общий расклад. Плюс еще может быть такое, что она либо же забрала больше, чем ей полагается, да, у кого-то отсудила, может быть, больше, либо хотела забрать, вот оставить вас ни с чем. Человек настолько жадный до денег, что она готова у вас чуть ли не половину всего была забрать, если не большую часть.
Вот ей как-то все мало, да, вот все побольше урвать хотелось кусок. Так, давайте-ка посмотрим, какая она, эта дама, которая к нам пришла. Да, с ней у вас однозначно, у вас с ней закончились отношения, причем кардинально это все закончилось. Теперь я вам скажу, вот может быть я кого-то порадую. Если раньше вот вы впахивали, грубо говоря, вот ради этой женщины, чтобы она была в шоколаде, чтобы у нее было все, да, ну то есть вы старались, но все, что в ваших силах, все сделать для нее. Теперь ей приходится впахивать, чтобы заработать, потому что личная жизнь у нее не ладится. Она не имеет того, что имела при вас, хотя вы ее считали судьбоносной. Вы вот строили на нее большие планы, вы надеялись долго и счастливо прожить. Но эта женщина как-то вот настолько она не ценит. Она вообще, знаете, у меня такое ощущение, что она особо и любить не умеет. Вот она единственная, кого любит себя. Ну, еще детей, может быть, немножко. А так вот кружите меня, кружите. Она очень любит денежных мужчин. Вот она и сейчас, когда вот выбирает мужчин, она старается смотреть, какая машина, есть ли машина, как он одет, да, что у него есть, в какой ресторан он может сводить, понимаете? С мужчиной, который, я не знаю, там какой-то ниже среднего, скажем, да, она не будет связываться, потому что, ну, как бы это не ее уровня, он ее не потянет, то есть такие мысли ее одолевают. Дама, которая вообще как-то живет, знаете, вот она идет легко по жизни, и у нее нет вообще никому и ни к чему серьезного отношения. Вот человек живет одним днем. Сегодня хорошо, а как будет завтра, это уже по барабану. Подружки, хохотушки, вот посиделки. Может еще у некоторых из вас проигрываться, что она любительница вот в рюмку чая заглянуть. То есть подружки, ну, не очень хорошо на нее влияют. Давайте-ка посмотрим, как она сейчас живет, да, вот что она нам расскажет на своей исповеди. А ей-то хреновенько, потому что она не может себе позволить, она не может позволить себе жить так, как жила. В принципе, я только что об этом сказала, и снова вот подтверждение. Ей хочется любви, она ищет любовь, новую любовь, причем даже может проигрываться, что она не исключает вот воскрешение, вот что ли, ваших отношений. Но это, опять же, это на уровне мыслей, каких-то хотелок. Она ностальгирует в каком-то смысле за вами, за той любовью, которая была между вами, да. Но в то же время она понимает, что воскресить не получится. То, что умерло, воскресить невозможно. Но доля ностальгии, еще раз повторюсь, есть. Вот знаете, она, в принципе, прекрасно поняла, что вы, наверное, может быть, даже единственный мужчина, который вот так ее любил и так кружил. По крайней мере, после вас, ну, так ее никто не разбаловал, не баловал, не вкладывался, да, вот. Поэтому вот она как-то вот и скучает. Так, ей очень хочется снова, ей очень хочется даже семью, кстати. Ей хочется семью, она себя чувствует одиноко, но опять же на людях она этого не показывает. Она держится, она держит марку, держит стержень, и она очень надеется, что в ее жизни появится вот новый император. Но все что-то никак он не появляется. И хочется семью, но хочется ее именно вот с обеспеченным, сильным, таким, возможно, даже статусным мужчиной, который мог бы снова ее все хотелки удовлетворять. Вот она бы, знаете, как волшебной палочкой бы руководила. Хочу это, хочу то, да, зашла в магазин, купи мне это. Вот такого плана ей нужен мужчина. Так, а почему же тебе еще плохо? Так, ну потому что, во-первых, смотрите, у человека жизнь поменялась. Она, во-первых, сейчас полна сомнений, как у нее дальше будет и с финансами. Она сейчас даже может проигрываться, что она экономит финансы. Она переживает вообще за свою дальнейшую жизнь. Она как-то даже
периодами, вот периодами она, ну, как бы депрессует, что ли, в чем-то, да, где-то. Она может даже отказываться иногда, вот когда ей плохо, даже вот с подружками от посиделок, да. Периодически-то она, конечно, с ними бывает, да, в посиделках, но когда вот ее накрывает грусть, печаль, тоска, она вот смотрит, ну, чуть ли не вот как здесь на карте, да, вот за колючей проволокой. Она туда, на социум, где-то она с окошечка смотрит, ей никого и ничего не хочется. Вот такие периоды депрессии, что ли, ее накрывают. Какие-то вот страхи, да, вот переживания такие вот именно по поводу будущей жизни. Она привыкла вот чувствовать себя королевой. Она привыкла чувствовать себя на коне, что ли, да. А сейчас у нее жизнь кардинально поменялась. Плюс еще я вам скажу, у нее есть глубочайшие психологические проблемы. У нее много страха, у нее много комплекса. Опять же, это страхи из-за будущего. У нее есть страх одиночества, страх и за личную жизнь, в том числе финансы. Поэтому у нее сейчас период сомнений, каких-то депрессий, период апатии может проигрываться. Плюс у нее есть комплексы. Опять же, у каждой будут проигрываться свои комплексы, но там комплексов выше крыши. Так, давайте-ка посмотрим, вот все-таки, осознала ли она хоть немного, что она сама разрушила все. Давайте-ка посмотрим. Осознала ли она, что она сама загубила свою жизнь? Нет, она этого не осознала. Нет. Она все равно такой же и останется, вот манипуляторшей. Она именно вот манипулировать мужчинами у нее получается, ну так профессионально, довольно неплохо. Она очень любит, когда перед ней кланяются, когда перед ней присмыкаются мужчины. Она такой же и останется. Вот она грустит, страдает, но вот какая печалька, что выводов она как раз и не делает. Я почему-то думала, что она, может быть, знаете, вот на своих ошибках научится. Нет, абсолютно. Вот она и дальше будет искать обеспеченных мужчин, статусных. Она, знаете, вот она будет поначалу, когда вот она будет знакомиться, она будет притворяться такой вот любящей, да, вот прогибаться в каком-то смысле. Но опять же, это будет до поры до времени, пока она, ну, не раскусит мужчину, да. Если она поймет, что мужчина недостаточно денежный, немного ей может дать, никто ни перед кем прогибаться не будет и не будет притворяться любящей такой секой белой пушистой, она покажет все свои зубки и дальше. Она будет их показывать тем мужчинам, которые встретятся на ее пути. Хотя я особо таких вот мужчин прям не вижу. И от этого будет очень хреново. И хреново, что у нее нет любви. Вот нету. Понимаете, вот у нее появляется мужчина, допустим, новый, и тут же у нее идет разрушение. Вот она вроде бы начинает играть в любовь, и тут же бумеранг она получает. И она вот лежит такая вот вся охреневшая, да, вот как на карте у нас, и думает, что же делать, да, как жить дальше. Вот не могу охмурить богатенького Буратино. Поэтому у нее сейчас такая ситуация, знаете, что ну и врагу не пожелаешь. Это человек глубоко одинокий, человек закомплексованный, с кучей страхов, человек неуверенный в себе, человек, который, ну, в принципе, по факту сейчас никому не нужен. Не нужен. Ну да, если есть дети, то, конечно, мама там пока маленький, еще более-менее, может быть, дети ее как-то вот отвлекают, выручают. Но что касается вот личной жизни, ну, глубоко несчастный человек. И причем, что самое печальное, выводы она так и не сделала. А вот работа над ошибками так и не проделана. Она такая звезда, кружите меня, кружите, а все остальные это так. Рабы как бы, да, вот джинны. Поэтому вот такие пироги. Даже если вы общаетесь с бывшей, она рассказывает, в каком она шоколаде, как она там цветет и пахнет. Но это чистой воды вранье. Чистой воды, ей хочется любви, ей хочется быть нужной, конечно же, хочется денег. А если бы так два в одном, чтобы и деньги, и любовь, это было бы еще лучше. Но, тем не менее, этого нет. Ее сразу
очень быстро мужчины раскусывают, и она остается ни с чем. Поэтому вот такие пироги, ребятушки. Вот так живет ваша бывшая зазноба. Что имеем, не храним, потерявши плачем. Вот это ее участь. Вот такие были сегодня мысли у меня по этому поводу, да, вот я думаю, вы меня поддержите, что ну, человек, который себя так ведет, да, вот, который использует других людей, но он не заслуживает на то, чтобы к нему возвращаться. Это я сейчас обращаюсь к тем, кто, может быть, имеет надежду еще вернуться и помириться с бывшей. Человек абсолютно продуманный, человек корыстный, и другой она уже не будет. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!